Когда говоришь кому-то «я лечу в Румынию», у людей начинает работать фантазия, как в дешевых фильмах. Дракула, который гуляет по цыганским таборам, телеги, которые объезжают ямы глубиной в карьер, собаки, которые ночуют лучше туристов. В общем, страна загадок и страхов по версии тех, кто здесь никогда не был. А потом ты прилетаешь в Бухарест, и вместо табора тебя встречает современный аэропорт, вместо телег пробки похлеще, чем в других городах, а вместо Дракулы обычные люди, которые улыбаются, помогают и, в общем, совсем не подозревают, что, по легендам, они должны жить в замке и пить кровь туристов. Бухарест – это такой Париж Востока, только Эйфелева башня здесь не стоит, потому что она сразу попала в пробку. Короче, пока этот город не превратился в сплошной туристический аттракцион, где каждый камень стал магнитиком, самое время посмотреть, как он живет на самом деле. Погнали смотреть Бухарест без фильтров, мифов, Дракулы, почти без Дракулы. Привет, друзья, вы на канале Картавый Трип, с вами Сергей, и знакомство с Бухарестом мы начинаем с парламента. Здоровенное здание, я просто, когда его первый раз увидел, вышел из-за угла и увидел, меня дыхание перехватило. Это здание было построено во времена правления Чаушеску. Такой был диктатор, румынский диктатор, который закончил свою жизнь не по своей воле, его убили, и, собственно, закончилось правление. Так вот, во времена его правления построили этот гигантский парламент, он, наверное, самый большой парламент в Европе. Говорят, что в Будапеште, в Венгрии, самый большой, но по ощущениям он больше. Так вот, это громадина, и ходит легенда, что люди, рабочие, терялись в помещении, там пропадали, когда строили, потому что много комнат, и люди просто не могли найти выход. Такая притча, басня. Нет, история, страшная история, наравне с историей про Дракулу. Но окей, это первая локация, мы пойдем гулять по Бухаресту, посмотрим, что он из себя представляет. Как здесь люди живут, что здесь можно посмотреть за один день. То есть наш формат, один день, один город. Погнали. Все, теперь давайте посмотрим, какой Бухарест на самом деле. Вообще Бухарест решил меня встречать в стиле Netflix Original, такой серый фильтр, мягкий свет, максимум драматизма. Как будто сейчас кто-то выйдет и расскажет свою печальную историю. Нет, просто я приехал в ноябре в такую погоду, когда солнышко уже мало появляется, а больше облачности и пессимистического настроения. Но, друзья, никакого пессимизма у нас не будет, у нас будет мега интересная история про Бухарест. А вот старый город, это уже совсем другой Бухарест. Узкие улочки, вывески, все как в Европе, только дешевле и, мне кажется, нет, не веселее, грустнее. Здесь, в этом городе, честно говоря, легко потеряться. Он такой запутанный, и, собственно, еще легче найти что-то интересное и вкусное во множестве кафешек. Да, здесь нужно гулять без маршрута, просто ты идешь, куда глаза глядят, и ты всегда увидишь что-то такое, что тебя удивит. Справедливости ради хочу сказать, что в городе много объектов, много домов, которые реконструируются. И вот, собственно, отреконструированный, мрачный и еще мрачнее, красивый, зараза, но в таком не совсем хорошем состоянии. И это тут прям очень-очень прям сплошняком. Гуляю по Бухаресту, и пришло осознание, я смотрю на людей, пришло осознание, что какие-то они все больно серьезные, не улыбаются. Вот идут сами себе на уме. Это просто такое разительная разница после Еревана, где чувствуется атмосфера радости. И люди все жизнерадостны. Не все, но большинство жизнерадостно. Посмотрите, кстати, выпуск из Еревана. Классный город, классный выпуск. А здесь прям, на морозе. Может быть, погода влияет, солнца нет. Не знаю.
как я уже говорил, Бухарест, он такой причудливый, потому что, ну, смешанные разные стили, эпохи. И вот, допустим, я попал в район, ну, как бы советской застройки, и даже в советские дома, ну, условно, дома советской эпохи, они тоже у них какие-то чудные, они необычные, с какими-то особенностями. Ну, такие причудливые, честно вам скажу. Пару слов об инфраструктуре. Пока что я, сколько гуляю по Бухаресту, не заметил, что будет для велосипедистов было много дорожек. Ну, честно, их прям, ну, по пальцам можно посчитать. В основном возле каких-то больших культурных объектов там дорожки есть, да, они выделены отдельно. А в жилых массивах нету ничего. Гуляя по городу, забрел в парк. Парк называется Цишмигиу. Ну, такой маленький рай тишины посреди столицы Румынии. Приятное место. Здесь есть кафе, можно попить кофеек, пруд, посидеть на берегу, подумать, как говорится, о вечном. Очень ухоженный парк. Воздух, тишина, зелень. Это, мне кажется, идеальное место. Я попал сюда идеально, чтобы набраться сил, передохнуть, чтобы путешествовать дальше, изучать Бухарест. Такие старинные весы. Наверное, уже не работают. Сейчас встану. Не работают. Площадь Революции. Место, где в 1989 году произошел финал режима Чаушеску. И в отличие от голливудских революций, тут все было по-настоящему. Стоишь здесь и чувствуешь, что город пережил очень разное, от имперских амбиций до жесткой истории. И все это оставило следы, которые видны даже сегодня. Следы-то оставили, еще какие. Вообще Бухарест это какая-то фантастическая смесь старых домов, советского периода, современных построек. Вот смотрите, что стоит рядом, прямо на площади Революции. Мне кажется, это вообще полный трэш, но для Бухареста это, видимо, нормально. Смотрите, старый дом, остались только стены, и внутри этого дома зафигачили вот такой дом из стекла. Нравится или нет? Напишите в комментариях. Вообще трэш. Ну, блин, ребят, я не понимаю такого решения архитектурного. Ну, что есть, то есть. А это церковь Крицулеску. Она находится буквально через дорогу от площади Революции. И, наверное, один из самых уютных храмов Бухареста. Построили ее в начале 1700-х годов. А стиль традиционный такой румынский, красный кирпич, арки, красивые резные колонны. Выглядит очень тепло и спокойно. Внутри, кстати, людей практически не было, по-моему, пару человек зашло в церковь. И церковь это пережила много. И землетрясения, и перестройки города, и период Чаушеску, когда церкви сносили и целыми кварталами. Но она осталась стоять почти в том же виде, что и, собственно, 300 лет назад. Крицулеску такой маленький островок спокойствия. И идеальное место, чтобы остановиться на минуту и почувствовать атмосферу Бухареста. А вот это Национальный музей искусств Румынии. И если вам кажется, что музей это скучно, то подождите. Здание раньше было королевским дворцом. Да-да, тут реально жили люди, у которых был один шкаф только под короны. Коллекция здесь тоже серьезная. Рубенс, Рембрандт, еще куча художников, чьи фамилии я произношу только со второй попытки. Есть и румынское искусство от средневековых икон до такого современного, что ты стоишь и думаешь, я бы тоже так смог. Но самое удобное, здесь тихо, просторно, и никто не мешает сделать вид, что ты разбираешься в живописи. Короче, музей приятный, красивый и вообще отличный способ почувствовать себя культурным человеком хотя бы на полчаса. Буквально в 100 метрах, нет, буквально на 300 метрах от площади Революции находится еще один знаковый объект. Называется он Атенеум Румын, или румынский Атенеум. Он находится в таком живописном, красивом месте. И вот он, собственно, сам
Атенеум. Румынский Атенеум – это, скажем так, флекс, архитектурный флекс Бухареста. Очень красиво, элегантно, стильно. Когда смотришь на колонны, кажется, что прям попал в какой-то культурный фильм. Тут даже, вот видите, снимают какая-то модель, я не знаю, почти как в фильм попал, где я должен говорить умные слова. Ну или можно зайти внутрь. Зал здесь потрясающий. И да, иногда город действительно напоминает Париж. Иногда. Короче, тут проводят фотосессии, а вход в Атенеум закрыт. Ну что ж, внутрь не попадем, а жаль, честно говоря. Вообще, вот, меня Бухарест поразил. У меня не было такого предчувствия от города. Он очень похож чем-то, мне кажется, по настроению на Будапешт. Вот смотрите, рядышком какие дома, что-то реставрируется. Что-то в таком убитом состоянии. Конечно, окрестности площади Революции очень впечатляют своими красивыми старыми домами. Пусть они даже где-то неухоженные, где-то заброшенные, но они супер какие-то такие атмосферные. Вот, пожалуйста, этот Атенеум с левой стороны. Здесь справа, смотрите, какие домики. Кайф. Буквально из-за каждого угла выскакивает дом красивей соседнего. Невозможно остановиться, чтобы... Точнее, невозможно остановить камеру, чтобы не снимать это все. Вообще старый город в районе пассажей Макавила Кросса — это, собственно, такое место, где хочется все снимать, все фотографировать. Куда ни повернешься, красота. Направо красота, вверх красота, везде красота. Такой очень классный, старый, уютный район Бухареста. Я сейчас гулял вместе с вами в районе, в старом городе, в районе пассажей. А дошел сейчас до самых пассажей и пойдем внутрь, посмотрим, что такое. Что это такое? Я вот так вот подглядывал краем глаза. Там очень интересно. Давайте переключу камеру. Смотрите, какая дроздовка, да? Такой. Мы посмотрим, где обитают животные такие-то, такие-то. Ну, там не животные, но должно быть здорово. Это такая получается улица, ресторан, пассаж. Видите? Такая крыша. Полностью заставлено, стоят столики, кафешки. Люди зазывалы приглашают зайти отобедать. Нам обедать пока. Мне обедать еще рано, поэтому... Hello, sir. Hello. Would you like to stop No, for a no, bit? thank you. Thank you. Дринк, конечно, можно было, но после дринка много не находишь. Хочется заснять за один день как можно больше интересного в городе. Конечно, прикольное место под ресторан они придумали. Такое ощущение, что одни турки, рестораны турецкие. Собственно, там заворачивает Василий. Пассаж ресторанный закончен. Ребят, вообще, как вам Бухарест? Напишите в комментариях.
Нравится, не нравится, лайк поставьте, не забывайте об этом. Мне будет очень приятно, что вам нравится, и больше энергии будет для того, чтобы путешествовать дальше и снимать, показывать мир вам. Честно вам скажу, ноябрь, наверное, октябрь тоже вообще суперское время для того, чтобы путешествовать по городам Европы, Центральной Европы, если погода позволяет. Потому что туристов мало, ходишь спокойно, как говорится, не толкаешься во все места значимые, красивые, спокойно проходишь. Мне очень нравится в такое время путешествовать. Этот дом похож, как будто в нем живет Дракула. Живет. Жил. Или живут потомки Дракулы. Мрачный такой, но интересный, с множеством деталей. Ну, как-то мрачно. Да? А это монастырь Ставрополиус. Ставрополь, Ставрополиус, не знаю, есть ли у них связь, но окей. Это буквально мини-шедевр, который легко пропустить, если не смотреть по сторонам. Здание настолько маленькое, но сделано с такой любовью к деталям, что хочется рассматривать каждую колонну, каждую фреску отдельно, как будто ее вручную точил человек, который пил кофе и никогда не торопился. Храм построили в 18 веке греческие монахи, поэтому архитектура здесь не просто румынская, а с балканским характером. Фасад украшен резьбой, орнаментами и керамикой, и все вместе выглядит как арт-объект, который почему-то решили спрятать в переулке. А самое интересное, здесь хранится одна из лучших коллекций византийской музыки в Румынии. Так что если бы у церквей был Spotify, то у Ставрополиуса точно был бы премиум аккаунт. Так, друзья, дневной Бухарест мы уже с вами посмотрели, но у любого города есть вторая сторона, темная, она же вечерняя. Так что встречайте Бухарест в режиме Night Mode. Знаете, это как в телефоне есть темная тема. Вот это темная тема Бухареста. Город стал как будто чуть романтичнее, чуть опасней, но в целом все такой же дружелюбный. Вечером Бухарест меняется. Днем он такой: я столица, я серьезный. А вечером он переходит в режим балканской расслабленности. Фонари включились, бары ожили, улицы стали теплее, чем чайник в отеле. И в этот момент город начинает показывать свой настоящий характер. Немного хаотичный, местами романтичный и всегда живой. Поэтому давайте прогуляемся и посмотрим, какой Бухарест становится, когда солнце ушло, а жизнь только начинается.
Раз уж я вышел снимать вечерний Бухарест, можете хотя бы лайк поставить в знак уважения, потому что камера в темноте — это испытание и для меня, и для камеры. Хотел вам показать летнюю, скажем так, резиденцию Дракулы. Вот она. Ну, как подобает резиденции этого персонажа, она не освещается, дабы не спугнуть. Нежданно-негаданно начался дождь, а это значит, что надо заканчивать, к сожалению, прогулку по Бухаресту и двигать в сторону аэропорта. Не знаю, как вам, но в этом городе что-то есть. И ему надо посвятить больше, чем один день. Поэтому я еще сюда вернусь.